Привет, армия. Чингук удивил всех, выйдя в прямой эфир в неожиданное время. Было раннее утро, и многие полагали, что он должен был отдыхать. Но что-то не давало ему уснуть. Тэхён возвращался домой, и одна мысль о его уходе вызывала у него тревогу. Чингук обычно не разговорчив и не объясняет свои чувства, но его поступки всегда говорят громче слов. Именно поэтому этот прямой эфир привлек столько внимания. Он раскрыл ту сторону его личности, которая ясно показывала, как сильно он скучает по своей второй половинке. И вот тут многие начали замечать мелкие детали, которые делали все еще яснее. По мере продолжения трансляции Чингук слушал песни, с которыми у него были связаны особые воспоминания. В какой-то момент его выражение лица изменилось, когда на заднем плане появился голос Тэхёна. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и замолчал, словно нуждаясь в этом звуке, чтобы успокоиться. Он ничего не сказал, но было ясно, что звук глубоко тронул его. Для тех, кто давно следил за творчеством Тэхёна, такая реакция значила больше, чем любые пространные объяснения. Каждый жест, казалось, демонстрировал связь, которую они выковали за эти годы. Среди песен, исполненных Чингуком, выделялась одна «Open Your Eyes» из мюзикла «Человек, который смеется». Он спел ее чистым, спокойным голосом. Многие сразу вспомнили исполнение Тэхёном песни «Morning on Come», песни, полные эмоций и глубины. У них разные стили, но когда они поют такие песни, они создают пленительную атмосферу, которая делает все вокруг мягче. Интересно, что музыкальные вкусы Тэхёна, олдскульные и эмоциональные, похоже, находят отклик у Чингука. Он выбирает песни, которые соответствуют вкусам Тэхёна, и вот тут-то некоторые и говорят, это не может быть совпадением. Связь между этим моментом и мюзиклом на этом не заканчивается. Тэхён видел мюзикл в 2022 году, когда выступал Пак Хёшин. В прошлом году Чингук спел одну из песен Хёшина и упомянул, что у него есть контактные данные певца. А недавно, в другом эфире, он упомянул, что хочет научиться петь как певец мюзикла. Это породило предположение о том, общались ли они уже или их интерес возник из-за предыдущего разговора. Ничего не подтверждено, но эта череда событий привлекла внимание публики. Все это еще больше убедило тех, кто верил в Тэхёна, не из-за громких заявлений, а из-за маленьких знаков, появлявшихся в неожиданные моменты. Чингуку не нужно было говорить «я скучаю по нему». Все чувствовалось в том, как он пел, в песнях, которые он выбирал, и в его реакциях, когда что-то напоминало ему о Тэхёне. И Тэхён, несмотря на свое отсутствие, оставался частью атмосферы эфира благодаря деталям, которые всегда их объединяли. В конечном счете, эта трансляция подтвердила то, что многие давно чувствовали. Когда дело касалось Тэхёна, Чингук становился более искренним и открытым. Его проявления привязанности были простыми, естественными и раскрывались, когда он не обращал внимания. Для тех, кто внимательно следил, этих знаков было достаточно, чтобы понять, что их связь остается крепкой, даже когда они были в разлуке. Тэкук всегда показывал, тихо, но твердо, кому принадлежит его сердце. Эта ясность стала еще более очевидной, когда Тэхён упомянул в интервью, что слушает «Summer» группы Брокэмптон, той же группы, которую он недавно представил с «Anyway You Want Me». Упоминание было не случайным. Она выбрала артиста, чья сущность совпадала с тем, что она хотела донести, но самая сильная часть была, когда она с полной естественностью сказала, что ее единственная любовь — Чингук. Заявление лилось без усилий, как будто кто-то открывал давнюю истину. Тем не менее, сомнения все еще оставались, но знаки были настолько очевидны, они не были смущающими или ищущими внимания, они просто были, они существовали в тишине, в едва уловимых упоминаниях, в том, как они небрежно прикасались друг к другу, любой спокойно наблюдающий сразу бы это заметил, их отношениям не нужны были пустые разговоры. Им просто нужно было немного внимания, и при ближайшем рассмотрении это было трудно не заметить. То, как они выбирают друг друга каждый день, держит все на плаву. Тэкук пережил трудные времена, которые могли бы быть обузой для любой пары, но они всегда находят способ двигаться вперед вместе. Им не нужно ничего доказывать, но они все равно это делают, непреднамеренно, в каждом искреннем жесте и ответе. Никакие внешние факторы по-настоящему не влияют на них. Связь крепнет, потому что они оба лелеют ее по-своему. Злые комментарии, манипулятивный контент или слухи только отвлекают от ситуации, но они не меняют того, через что они проходят. Вот почему важно не увязнуть в ссорах.
Просто посмотрите, как они разговаривают друг с другом, как они поддерживают друг друга, как они прикасаются друг к другу, даже когда могли бы держать это при себе. Тыкук всегда находит способ показать правду без громких заявлений. Их язык тела – это сама по себе история. Просто глядя на них, можно сказать, как они влияют друг на друга. Тэхён улыбается, а Чингук отвечает почти мгновенно. Один движется, другой приспосабливается. Они танцуют без практики, прикасаются не задумываясь, смеются над вещами, понятными только им. Эти моменты могут казаться простыми, но это действительно показывает, насколько хорошо они знают друг друга и насколько комфортно им живется. Некоторые могут попытаться критиковать или придираться, но это не меняет сути. Их чувства не зависят от мнения окружающих, они идут своим путем, сила их связи не нуждается в внешнем подтверждении. Особенность Тхэкука заключается в том, как они молча поддерживают друг друга, когда один уязвим, другой рядом, не желая привлекать к себе внимание, просто желая быть рядом. Эта близость не нуждается в объявлении, она просто существует. Она растет из привычки и доверия, из маленьких прикосновений, которые кажутся случайными, но значимыми. В каждой встрече, в каждом взаимодействии проступают эти мелочи, улыбки, которые задерживаются чуть дольше, взгляды, которые кажутся искренними, прикосновения, которые кажутся случайными, но искренними. Хотя некоторые предпочитают их игнорировать, правда остается ясной, их связь постоянна и естественна, неподдельна, без преувеличений. Наблюдать за ними вместе – все равно, что наблюдать за отношениями, не требующими объяснений. Каждое действие, каждый маленький жест демонстрирует понимание и поддержку друг друга. И хотя им это может казаться обыденным, для нас, преданных наблюдателей, каждая деталь – свидетельство того, насколько глубоки и особенны их отношения. Тэгуку не нужно было никаких объявлений, их связь чувствовалась в каждом шаге, в каждом смехе, в каждом маленьком жесте. Именно это естественно сделало их уникальными и заставляло поклонников следить за каждым мгновением, выслеживая каждый знак, показывающий их близость. В конце концов, их отношения не были случайными, это был выбор, повторяющийся каждый день, выбор оставаться рядом, даже когда мир разделяет их, выбор понимать друг друга, даже когда не произносится ни слова. Тэхён и Чингук показали, что крепкая связь не нуждается в свете прожектора. Она растет в тишине, в маленьких жестах, в кажущихся простыми, но значимыми вещах. Они показали, что любовь, какую бы форму она ни принимала, не нуждается в подтверждении со стороны внешнего мира. Она живет в том, как кто-то слушает успокаивающий голос, в том, как кто-то выбирает песню, которая напоминает ему о конкретном человеке, в том, как кто-то улыбается, даже не осознавая этого. Любовь – это не то, чем люди хвастаются, это то, чем они живут, не нуждаясь в объяснениях. Тем не менее, мир все еще видит ее, мир все еще чувствует ее, особенно те, кто следовал этому пути с самого начала. В их близости есть что-то, что заставляет людей остановиться, задуматься и почувствовать тепло. Не из-за скандала или сплетен, а из-за честности, которая исходит из двух сердец, знающих друг друга лучше, чем просто имена. И когда расстояние, суета или огромный мир пытаются разлучить их, они всегда находят способ вернуться в одно и то же место, место, которое кажется им домом. Это не величественное здание или роскошная комната, это они сами, место, где они могут отпустить свое бремя, смеяться без причины, дышать легко и быть собой, не боясь осуждения. Тыкук – это не история, основанная на слухах, это не история, написанная чужими домыслами, их отношения – это история, прожитая в простых жестах. Они смотрят друг на друга одновременно, утешают друг друга без слов, понимают друг друга, не нуждаясь в объяснениях. Такая искренность встречается редко, но они сохраняют ее, даже если не говорят об этом открыто. И этого достаточно. В конце концов, все эти моменты, долгие взгляды, легкие улыбки, выбранные песни, уютное молчание складываются в историю, которая сильнее любых слов. Историю, которая подтверждает, что все, чем они делятся, реально. Нечто, что неприходящее. Нечто, что не может быть заглушено внешним шумом. Их привязанность верна, она течет мягко, она нетороплива, но всегда верна, и хотя мир не всегда понимает их, они никогда не перестают выбирать друг друга, в толпе, на расстоянии, в повседневных привычках, которые кажутся обычными другим, но значат для них все. В этом и заключается прелесть Тэхёна и Чингука, любовь, о которой не нужно кричать. Она очевидна в том, как они представляют себя друг другу, любовь, которой не нужна грандиозная сцена. Она живет в мелочах, тихих подтверждениях, любовь, которой не нужны длинные заявления. Она чувствуется в каждой секунде их присутствия друг с другом.
И пока они продолжают выбирать друг друга так же просто и искренне, как всегда, эта история не просто будет продолжаться. Она будет расти, она будет развиваться, и это станет доказательством того, что некоторым связям не нужны слова, чтобы выжить. Им просто нужны два сердца, которые все еще узнают друг друга, даже на расстоянии. И Тэхён и Чингук доказали, что их сердца всегда знают, куда идти.